Привет, YouTube, давно не виделись, не слышались. Хотел записать давно видео, но все никак не получалось, то не выставить свет, то я заболел вообще долго, не мог никак прийти в себя. И вот наконец-то здесь, с новым микрофоном. Это Lark Max 2 от компании Momo, не реклама. Просто мне всегда хотелось беспроводную петличку, и вот наконец-то эта маленькая штучка, две сразу, которую можно вешать на себя. И мне кажется, это удобно, когда не надо вот так вот перед собой микрофон держать, а просто повесил и забыл про него, ничего не настраивать не надо, просто все в дефолте окей, работает. Как вам качество звука? Мне лично очень нравится такая история. Сегодня такое разговорное видео будет. Хочу поговорить о том, почему сейчас отличное время для того, чтобы делать и выпускать игры. Можно сказать, что индустрия сейчас переживает свой ренессанс. Просто какой-то бум происходит, выходит куча крутых проектов, кажется, как на подбор шедевр. И если в прошлые годы Geoff Keighley кое-как пытался вытаскивать там, на готе хоть какую-то игру, то сейчас тут начинается настоящая заруба, и это не может не вдохновлять. На самом деле сейчас в Steam каждый день выходит по 1000 игр, в большинстве вы из которых никогда не узнаете и не знали, потому что большинство проектов из серии симулятор крышки унитаза или бесконечные вариации на тему хентай, фури, пазлов. И не спрашивайте, откуда я об этом всем знаю, это издержки деятельности. Короче, индустрия бурлит, и даже вот этот мобильный бум, который был раньше, он потихонечку сдувается, и даже китайские разработчики гач переходят на крупные проекты, потому что это престижно, потому что это имиджево, и появляются вот эти вот вуконги, вучанги и подобные. И поверьте мне, китайцы бы туда не лезли, если бы это не было прибыльно. Это говорит нам о том, что ПК и консольные игры сейчас как никогда в тренде. Ну, конечно, справедливо задать вопрос, если в день выходит по 1000 проектов, то где тут место еще для меня и вообще для кого-либо еще? Ну, на самом деле, именно сейчас к индустрии приковано феноменальное внимание, и оно так же популярно, как и кино, если даже не больше прямо сейчас, в конкретный момент времени. И даже маленькие инди-проекты могут выстрелить и собрать свою виральность. У многих это получается. Нужно просто сделать хороший проект и вложить в него душу, и все будет нормально. Вот я сам недавно провел последние несколько недель за прохождением Hollow Knight Silksong. Кто не знает, недавно вышел продолжение первой части. Культовый совершенно проект, собрал миллионы виш-листов, миллионы денег заработал. И сделано на всего 4 людьми было. Да, конечно, там, возможно, кого-то на аутсорс они нанимали, но это история умалчивает, это не так уж это и важно. Делали они ее аж 8 лет. И на самом деле видно, как глубоко проработана каждая деталь, как хорошо выстроен пейсинг, как анимация классно сделана, эта вся атмосфера. Короче, очень круто и всем рекомендую. Я сам сейчас учусь делать проекты, и, конечно, я тоже задаюсь вопросом, как сделать так же круто, как сделать так, чтобы все получилось. И никакого универсального ответа на это дело нету, но есть какие-то фундаментальные формулы, есть правила, по которым можно разрабатывать. Если мы посмотрим на геймдев, то есть такие темы, как Game Pillars, Core Mechanics и USP. Говоря простым языком, это столпы игры, на чем она основана, какие-то ключевые фишки. Это базовая core механика, которая лежит в основе всего, и она должна хорошо работать. И, конечно, основные продающие моменты. Это все взаимосвязанная история, но не работает одно без другого. Если ты хочешь получить какую-то виральность и продвинуть свою игру, посмотрим на Warcraft 3. У него была крышесносная кампания, и, будем честны, многие приходили туда именно из-за кампании, потому что в нее было интересно играть, там были крутые герои, которых никогда раньше не было в других стратегиях, там были крутые ролики, и многим это заходило, а потом они оставались там, переходили в кастомки и уже основывались в мультиплеере, достаточно челленджевом. И все это работало, потому что в основе там была хорошая механика стратегии, которая, кстати, до сих пор особо-то и не поменялась, и многие пытаются все как-то переделать, что-то с ней придумать, но это идеи утопические и, как правило, ничем не окупаются. Кстати, RTS, кто не знает, RTS — это стратегии в реальном времени, мой любимый жанр. До недавнего времени считался практически мертвым жанром, усопшим, не знаю, пылился на полках. И что-то там какие-то проекты выходили, маленькие инди, все они не окупались, потому что тот же Stormgate, например,
Там была очень странная стилистика, и вообще все было как будто плохо, упрощения постоянные, когда игроки хотели какого-то кор, сложного, глубокого геймплея, там всего этого не было. Не знаю, зачем они меняли формулу, но вот так получилось. И вот, наконец-то, даже в RTS сейчас гремит громкий анонс продолжения культовой серии Dawn of War, Warhammer, по культовой вселенной, которая сейчас на диком хайпе. И первые игроки, которые каким-то образом получили доступ к альфе, уже говорят, что там будут масштабные бои. 4 фракции, одной из которых никогда раньше не было, Механикус, и будет строительство базы, это все возвращение к основам. Короче, звучит на бумаге очень круто. Посмотрим, как оно будет вживую. Меня лично немножко смущают эти 300 лимита при доске юнитов, как вот здесь видите внизу, как в Total War, наверное, кто играл, сразу это заметил. И при том, что лимит еще не заполнен, они уже еле умещаются, как это все будет выглядеть, играться не очень понятно, но я надеюсь на лучшее. А еще я очень жду игру от китайских разработчиков Phantom Blade Zero, который изначально планировался, возможно, как Souls-like, но теперь стало слэшером. Возможно, это даже лучше, потому что, честно говоря, уже немножко все устали от этих вот соусов бесконечных, сверхсложных, еле проходимых. Я так, наверное, ни один до конца не прошел, хотя мне очень понравился Elden Ring, но это все немножко какой-то перебор. Здесь же китайцы делают какие-то просто феноменальные анимации, я не знаю, и качество графики уже превосходит все западные студии вместе взятые. Я не знаю, как эти нефритовые роботы все это создают, но все это выглядит круто. И сейчас происходит ренессанс индустрии, как я и говорил, после долгого застоя и засилия повесточного AAA. Все эти крупные гиганты в итоге скатываются в бездну и теряют бюджеты, и купили арабы вообще. Ubisoft тоже уже продалась китайцам. И это все к лучшему, я думаю, потому что сейчас в основном выстреливают инди-проекты и отдельные маленькие компании, а корпорации все схлопываются. И именно поэтому отчасти сейчас отличное время для того, чтобы инди выпускать новые проекты. К ним повышенное внимание, как мне кажется. Не знаю, мне даже кажется, что нет смысла сейчас делать сложный суперграфический проект на Unreal 5. Проще сделать что-то попроще на Godot или Unity, и пускай оно будет выглядеть даже 2D, этого гораздо больше шансов привлечь внимание, как будто бы игроки устали от вот этого задрачивания на графику. Всем хочется просто, чтобы сделано было стильно, чтобы сделано было очень качественно, продуманно и эффектно. У меня на этом все. Увидимся скоро. Следите за новостями, подписывайтесь, ставьте лайки, будет очень приятно. А также рассказывайте в комментариях, связаны ли вы как-то с игровой индустрией, или, может быть, дизайном, или около того. И играете ли вы вообще в игры, какой жанр вам больше нравится. Пишите в комментариях и увидимся скоро.